зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Погнали. Готово. Значит, народ, в дополнение хочу что сказать. Вот как вы помните из моего видеообзора, я эту звездочку оставил в том положении, в котором она приехала. При этом сказал, что мое мнение другое, но сказал, что можно и так, и сяк. Но нет, вот сейчас я разобрал пилу, и я, в принципе, и вы видите, что сюда подбиваются опилки, и вот звеньями цепи, они туда все время давятся, накапливается там куча, и потом только где-то там происходит выброс и выдавливание. Поэтому вот эта звезда должна стоять по-любому наоборот, чтобы был хороший вывод всей этой вот стружки, опилок, пыли, грязи и так далее. Опять же, это сугубо мое субъективное мнение. Вот, вы можете, конечно же, меня не слушать, но что вижу, так сказать, то и говорю. Так, давайте снимем мы шину сейчас и посмотрим, что делается везде. То есть, видите, какая куча вот всяких опилок у нас собралась с маслом на самой шине. И вот здесь. И вот получается у нас, видите, в этих углублениях в самой звезде вот столько вот накоплено грязи. Грязи, опилок и неизвестно чего. Так, как мне тут перевернуть, чтобы вам лучше посмотреть, да и самому тоже. Вот, нету, друзья, вывода опилок из этих углублений. Ну просто нету. Их туда просто втаптывает. И поэтому там всегда грязь. Кто-то говорит, что если не сильно натягиваешь цепь, у него цепь сваливается. Друзья, хотите верьте, хотите нет, ни разу в жизни цепь у меня не свалилась. Так, и уж пошел базар такой. Смотрите, в обзоре я просто не заметил. Просто, друзья, не заметил. Где же наше отверстие-то? Вот наше отверстие. Так, как тут показать? Для масла подачи. И оно просто не совпадает с масляной ванной. То есть, смотрите, отверстие сверху. Здесь на масляной ванне отверстия нету. Отлично. Вот так, надеюсь, видно. Вот отверстие внизу получается. А оно должно быть сверху. Вон даже, видите, отметинка есть маленькая. Типа точечки, где было отверстие. Где должно быть отверстие. И вот шина устанавливается следующим образом. Поэтому мое решение следующее. Просто сейчас пойду просверлю на сквозняк отверстие. Это никоим образом не помешает смазке. Почему? Потому что цепь у нас постоянно вращается и постоянно смазку забирать будет из масляной ванны. И в эту сторону она просто-напросто особо не протечет. А если что-то и протечет, то в принципе это не помешает. Это, как говорится, один выход из положения. Второй выход из положения. Обратился я опять же к продавцу. Рассказал, что вот такая история. И он говорит, всем, кто купил такие пилы, обращайтесь, он отправит шины, хорошие уже, взамен. Ну вот, тем временем я все здесь почистил, вычистил и, как вы видите, перевернул все-таки звезду. И считаю, что это правильно. Сейчас моя звездочка будет все эти опилки и мусор вот просто сюда в бок выбрасывать. И не будет там все это дело втаптываться. Короче, народ, отверстие под масло в шине я намерил 2,8 мм. Делаю вывод, что отверстие просверлено сверлом 3 мм, после чего все это дело, конечно же, покрашено, и по итогу получаем 2,8. Значит, тройка я сверлить не буду, 2,8 тоже, я взял сверлышко 2,5, и этого будет выше крыши. Ну что, погнали, сверлим. Приопускаю сверло, вывожу все это дело.
Очень удобная вещица, вот этот вот столик с тисками. Очень удобная. Все, сверлышко попало. Ну что ж, включаем станок. И на 300 оборотах поедем сверлить. Потихоньку, полегоньку. Готово. Ой, ушел с центра, ну да ладно. Короче, пожалуйста, сквознячок. Ничем он особо не помешает. Будет работать лучше, чем работало. Ну и второе отверстие, конечно же, я еще просверлю здесь. Так что вот, друзья, такие вот проблемы решаются очень-очень легко и просто. Всем спасибо за внимание. Ссылка на данную пилу опять же в описании к видео. И на прошлый видеообзор, кому интересно. Так, народ, смотрим на подачу масла. Какая шикарная подача получилась у нас сейчас. Видите, все кругом сухо. Врубаем пилку. Просто изумительно. Это замечательно, клянусь Богом. Вот так должна работать, в принципе, пила. И она будет с такой подачей масла работать долго и упорно. Вот такая вот пилка. Спасибо за внимание.